Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк, и это у нас кот Арчи. Я пошел на субботник. У нас должен был быть субботник уже там пару недель назад. Каждый год проходит такое очистка территории от мусора. У меня на другом канале есть видео. На самом деле мусор это надо тщательно искать, чтобы что-то найти. Тут народ не очень мусорит. Но тогда субботник не состоялся, потому что был дождь. И вот перенесли через 2 недели. Я попросил нашу улицу и пошел в мешок. У меня такая палка есть специальная, которая, так сказать, подбирать бумажки. И пошел. Вот этот Арчик домой хочет. Сегодня все-таки состоялся субботник. Я вызвался на свою улицу. У меня мешок и инструмент. Вот он. Так, набрал. Что-то набрал. Прошел туда, прошел обратно. Так что до следующего года чисто. В общем, мне удалось там кое-что насобирать. Вот смотрите, это он умудрился на ступеньках, лечь на ступеньках. Это вообще фантастика. Вот так. Лечь на ступеньках. Если бы я его не потревожил, он, наверное, так бы на ступеньках и заснул. Что, Анфисия, ты пришла, а этот уплыл, да? Да, прозевала все кормление прозевала. Там собираешь мешок, потом по окончании мероприятия там в кафе собираемся, весь народ с деревни, и такой праздник-праздник. Там утки. Анфисия на уток смотрит. Я снять не мог, людей нельзя снимать, поэтому... А там парочка в тростнике. Так, Анфисия приготовилась. Я, говорит, прыгать буду. Сейчас, говорит, прыгать буду. А вообще хорошая традиция. Так, спугнула. То есть тебе выдают мешок, перчатки. Я со своими, у меня все свое. Ты все это ходишь, собираешь. Сидит в лучах утреннего солнца. Кругом воды полно уже, все нормально. Опять почистить надо будет сегодня. Да. Так, вот у нас ведерко. О, да. Прибыл, да? Максимушка, что, перекусить, да? Давай сейчас организую. Конечно, давай. Вся территория села нам делится на участки, и народ отправляется по своим участкам. Потом эти мешки все вместе приносим там на грузовичок, фургончик, там складываешь все, и это вывозится. Вот такая традиция. И причем эта традиция здесь, сколько, сказать, обычно она проходит до Пасхи. Она, по идее, должна была перед Пасхой. В этот раз не получилось из-за погоды. Просто там ливневый дождь выпал как раз на субботу. И не получалось. Мы традиционно, как поселились здесь, мы каждый год участвуем. В этот раз я один был, сын был в Вене, и я один ходил. А так обычно мы с сыном ходим. Такое мероприятие. Спрашивали лысухи. Лысухи есть. Есть семейство, и, похоже, тоже будут птенчики опять. Натюрморт. Лысуха, утки и рыба снизу. А снизу рыба. Больше всего достается рыбе. И лысуха смелости набралась. Давай. У нас каждый год птенчики, лысухи, они выводят. Они обычно двоих-троих. Они очень смешные. У меня видео на канале есть, даже пара видео, наверное.
Вот. Но их гнездо, где гнездо, заснять практически нереально. То есть они очень скрытно это делают, где-то в зарослях тростника, где-то в укромном месте, это нам, ну, не так, как лебеди. Эти аристократы наши. Вот. И парочка уток тоже живет постоянно. Скорее всего, утята тоже будут. Но утки тоже, они вот в зарослях делают. И так, вот только лебеди у них такие у нас открытые. О, плавает. Красавец. Вот. Крылья сделал, плывет. А по утрам прихожу, часто одного из них нету. То есть кто-то на гнезде, второго нет. Потом или приплывает, или прилетает. Я уже пару раз ставил камеру, такую камеру наблюдения. Очень интересные кадры. Вот. Потом сделаю, как они вдвоем там, как меняются, и яйца там видно. Ну, я очень надеюсь, что место удачное, там есть палка, которую я не стал убирать, как раз палка, на которую можно закрепить камеру, и она позволяет видеть то, что в гнезде происходит. Ну вот я надеюсь, когда начнут выводиться птенцы, вот, поставить, может удастся что-то такое заснять с птенчиками. Вот. Пока ждем. Ну, совсем недолго ждать осталось. Я думаю, уже конец апреля, начало мая должны появляться. А погода не очень стабильная. Апрель холодный вообще. Ну, все отмечают, вот по Европе апрель какой-то холодный выдался. Иногда некоторые дни до 20 градусов, а потом ночью может даже минус быть небольшой. Все, побежала, трясется, подвес трясется. Туда-сюда. Анфисия. Там там машина заезжает. Там Арчик и машина заезжает во двор. Ёлки-палки, Арчика подловили. Смотри, там машина заезжает. О, соседи приехали. Ну, соседи все чаще появляются. О, гости, да. Срочная эвакуация. В связи с приходом гостей срочная эвакуация. Это вот беженцы из Украины, из Житомира, вот, которые у нас живут. Вот у нас квартира, на той стороне озера есть квартира в комплексе. Вот мы им отдали, они живут там. И вот как раз приходили к нам в гости, вот они на пирсе ходили, тоже гнездо смотрели. Нормально уже устроились. Государство выплачивает пособие. Вот сейчас с садиком там договорились для мальчика, что как раз ему перед школой походить немножко язык. Вот. А в плане такого бытового устройства вот государство или предоставляет жилье какое-то, или если человек арендует, может сам арендовать, ему компенсируются затраты на аренду, там, на коммунальные услуги. Вот. А пособие, размер пособия около 700 евро вот на их семью, там бабушка, дочка и внук. Вот. На троих у них 700 евро чистыми пособия. Вот. Плюс, если у них там жилье арендовано, им компенсируют все по жилью. И у них бесплатная медицинская страховка. То есть вся медицинская помощь, все это бесплатно. Ну, то есть это соответствует некоторому вот, прожиточному минимуму по австрийским меркам. Вообще, конечно, очень надеемся, что скоро Россия пинками прогонит из Украины, и они смогут вернуться домой. Пока-пока.